То есть во времена руководства Козырева Михаила была договоренность о том, что радиостанция, то есть у меня была там небольшая доля, у моих партнеров, и радиостанция получала там, очень грубо говоря, практически 50/50. И потом у нас случился достаточно большой конфликт между нами и радиостанцией. И конфликт этот был в основном сформулирован таким, он состоялся из-за того, что там было несколько причин. Первая причина то, что Козырев был уволен с радиостанции в начале 2005 года. И на радиостанции нашлись люди, которым показалось, что мы слишком много зарабатываем денег, и пусть лучше радиостанция зарабатывает деньги на своем фестивале. Ну, тогда это было так, что радиостанция занималась до 2005 года всей творческой частью, в том числе и букингом артистов, и артистам тогда не платили денег. Потому что, да, но тогда, но тогда это было обосновано, и обосновано это было тем, что радиостанция как бы обещала эфир за эти выступления. В ближайшие минуты слушаем с вами «Сплин», группа «Крематорий», ну и сейчас «Морская». И артисту это было выгодно, потому что артист имел гарантии того, что там вот он выпустит новый альбом, и этот альбом будет запромоутирован в эфире, и там сам артист получит необходимое количество ротаций в эфире и так далее. В принципе, это с точки зрения промо-артиста для них это был хороший шаг. Значит, мы в любом случае не тратим денег, мы не вкладываем из бюджета радиостанции ни копейки в фестиваль нашествия. Мы вкладываемся только такими вещами. Во-первых, промо, потому что мы можем сколько угодно промоутировать. Во-вторых, у нас, как у радиостанции, есть какие-то кросс-промо-партнеры, то есть газеты, порталы какие-то интернетовские, телеканалы даже, с которыми мы обмениваемся рекламой. То есть мы их рекламируем у себя, они рекламируют радиостанцию. Вместо радиостанции летом они будут рекламировать фестиваль. Но это был чистый обмен, это не то, что они спонсировали. Нет, это был чистый обмен. Но, конечно, каждый из этих каналов захотел стать медиапартнером со временем. Вот. Кроме того, у нас есть наш капитал условный, это взаимоотношения с артистами. То есть, если для любого организатора концертов разговор с артистом начинается с обсуждения гонорара, то я пошел совершенно другим путем. Мы были единственной станцией, на которой можно было услышать группы Чайф, ДДТ, Алиса или Гарика Сукачева, то есть всех хедлайнеров. Они в нас были заинтересованы. Им не надо было с нами ссориться. Поэтому я спокойно мог раз в год попросить каждого из этих артистов без гонорара выступить на нашем фестивале. В 2005 году фестиваль мы делали уже на новых условиях. А в 2006-2007 мы делали собственный фестиваль на той же территории в Эмаусе, потому что то руководство попыталось попробовать сделать без нас. И, насколько я понимаю, 2006 год у них был очень организационно неудачный. То есть народу было много, но по организации они провалились. А вот в 2005 году, когда мы расстались с радиостанцией, радиостанция решила сама делать фестиваль, получилось так, что они пошли в одну сторону, они ушли в Рязанскую область и делали фестиваль в 2006 году сами. Пытались его делать сами, при этом это была полная инфраструктурная катастрофа, потому что они сделали хорошую музыкальную программу, но при этом туалеты, торговля, входы-выходы, все это было для них вторично, и все это провалилось. То есть у них закончились все напитки в первый же вечер, и люди не могли ничего купить, они стояли в туалеты в километровых очередях и так далее. Ну, в общем, это был очень большой скандал, а мы пытались сделать свой фестиваль. У нас тоже была внутренняя ошибка того, что мы полагали, что людям все равно, как называется фестиваль, нашествие или пришествие, или как-то еще. И мы были уверены в том, что фестиваль делаем мы, и
Если мы там наберем необходимых артистов, земля у нас была, то мы это все сделаем. Откуда будет реклама, если у вас нет Мы считали, что мы купим там рекламу на других радиостанциях и так далее. Но это было неправильно. И там первый год нашего фестиваля, который мы проводили в поселке Имаус, там же, где проходили фестиваль нашествия в 2004-2005 году, в поселке Имаус, первый фестиваль в Имаусе был полным финансовым провалом, вообще фиаско, потому что приехало очень мало людей. При этом фестиваль нашествия в Рязани собрал очень много людей. А в 2007 году фестиваль нашествия в Рязани не случился, потому что из-за негативного резонанса предыдущего года, это знаете, это как-то можно сравнить, наверное, это можно сравнить с Вудстоком, когда он первый раз прошел, а второй прошел через 25 лет. Потому что был настолько негативный резонанс, насколько я понимаю, и там и у властей, и вообще во всем, что он случился в следующий раз через 25 лет. Так вот, в Рязани случилось приблизительно то же самое. На следующий год, в 2007 году, радиостанция не смогла даже себе найти земель для проведения фестиваля. Мы провели свой маленький фестиваль там в Имаусе опять. Что касается 2007 года, это исключительно бюрократический момент, когда организаторы были не компания CT, которая сейчас занимается нашествием. Я не помню фамилии этого человека, который обещал нам договориться с администрацией, который занимался вот как раз административной частью, один из московских продюсеров, Волков, по-моему, Максим Волков. Человек с не очень хорошей репутацией. Тем не менее, к нему почему-то обратились продюсеры нашего радио. Он обещал договориться с продюсерами, с администрацией Рязанской области. Об этом, по-моему, шла речь или нет, или Тверской области, господи, все, у меня аж запуталось. В общем, он не смог выполнить свои обязательства, и радиостанция стала об этом известна буквально там за месяц. Это чудовищно совершенно, когда уже была проведена огромная работа. Просто радиостанция, я думаю, что это абсолютно такая, мы можем сами, что уже имя расскажешь, это как артист-продюсер. Когда артист маленький, он на все согласен. А когда он начинает собирать залы, то он думает, что сделал такого продюсер, чего я сделать не могу. Вот это из этой серии. Я думаю, что именно так. Они решили, что они могут сами, им никто не указ. Попытались. Оказалось, не все так просто. Собрать артистов, да, это